Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада всем новичкам, гостям на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Чтобы вам было удобно, они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не потерять его. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Много разных стран, много городов. Очень-очень приятно читать ваши комментарии, ваши отзывы. Спасибо вам огромнейшее. И я к вам сегодня с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже с вами работали. Но кто еще не работал, смотрите. Называются они Alize Angora Gold Simli. Так, что ж это за ниточки? В 100 граммах у них 500 метров. 75% акрил в составе, 20% шерсть и 5% металлик. Видите, как переливается металлик. Идем дальше. Нам говорит производитель, берите крючок от 2 до 4. Мы берем, ну как, я беру 3, вы берете для себя крючок 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Как вам удобнее, так вы вяжете. Понятно? Смотрите. Производитель еще нарисовал, как бы, да, сфотографировал картинку, что данная пряжа очень хорошо смотрится в шалях и палантинах. Это действительно так. Но это вас не ограничивает ни в чем. Вы можете вязать и кардиганы, и кофточки, да, например, там жилеточки и так далее. То есть пробуйте. Цвет, кто спрашивает, цвет 21. Видите? Итак, кто еще с ниточкой с этой не работал? Кто работал, пишите свои отзывы, комментарии, что вязали, понравилось, не понравилось, как ниточка ведет себя. Смотрите, новички. Вот она ниточка, видите? Она расходится на 3 ниточки. Она не сильно пушистая, но вот эти вот волоски иногда бывают во время вязания цепляются, что немножко как бы мешает. Но надо просто набить руку. И еще какой момент. Когда вы вяжете, если вдруг ошиблись, не нужно распустить. Распустить можно, но будет сложно это сделать. То есть у пряжи есть много плюсов и вот такой вот как бы минусик. Поэтому вяжем аккуратно, не торопимся. Угу. Все получится. Итак, схемку сегодняшнего узорчика. Возможно, это будет схемка для палантина. Возможно, для кофточки. Возможно, для жилеточки. Как угодно. Где хотите, там используйте. Можете применять эту ниточку. Можете брать любую свою ниточку. То есть я вас ни в чем не ограничиваю. Я просто показываю узорчик. Договорились? Так вот, схемку я прилагаю. Схемка ходит в доступе в интернете. Читаем, либо схемку смотрим, по схемке вяжем, либо смотрим, как я вяжу. Договорились? Кому как удобно. По схемке получается раппорт узорчика 18 петелек. Мы с вами наберем 55 аж петелек, да, для того, чтобы показать все прелести узорчика. Итак, первую петельку фиксируем, и мы ее при наборе петелек не считаем. Просто петелька фиксации, петелька фиксации. А теперь 55 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Вот такой вот будет наш образец. Итак, дальше я советую вам сделать 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Ныряем в 5-ю петельку. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Называется столбик с накидом. И я настоятельно рекомендую сделать вам такой вспомогательный ряд. Да, на некоторых узорчиках мы делаем, на некоторых нет. Но нам так будет намного удобнее, чтобы мы не запутались в наших воздушных петельках. То есть вы весь ряд, каждую петельку, если вы набирали точно так же, как и я, 55 петелек, у вас должно получиться 55 столбиков. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, вот эти вот, да, это тоже столбик, имитация столбика, то есть вы его тоже считаете. Итак, давайте провяжем вот так вот в каждую петельку, не пропуская, провяжем по столбику с накидом. Угу. Первый ряд набирается всегда немножко медленнее, чем предыдущий. Неважно, новичок вы или опытная мастерица. Первый ряд набирается чуть меньше, чем вяжутся все остальные. Поэтому не переживайте. Аккуратненько довязывайте до конца ряда, а здесь я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наша дорожка. Аккуратненько. Гляньте, как ниточка переливается, да? Итак, теперь нам будет намного проще вязать наш узорчик. Итак, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот.
Теперь в следующий столбик провязываем столбик с накидом 1. И в следующий столбик провязываем столбик с накидом 2. Теперь смотрите. Мы с вами делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. А в столбиках пропускаем тоже 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой ныряем и провязываем столбик без накида. 1. В следующий столбик без накида 2. В следующий столбик без накида 3. Согласитесь, по столбикам шагать намного удобнее, нежели это была бы просто цепочка. Идем дальше. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем опять 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой делаем накид. Провязываем столбик с накидом 1. Следующий столбик. Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. Столбик с накидом 4. Столбик с накидом 5. Вот эти вот первые 3 столбика, которые мы провязали, видите? Вот они как раз есть из этой вот компании, из 5 столбиков. Понятно? Вот эти вот самые 3 столбика. То есть дальше мы с вами просто делаем повторение. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой провязываем 3, ну с шестого, да? 6, 7 и 8 провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И с шестого начинаем вязать наши 5 столбиков с накидом. Поняли, да? То есть вот, смотрите, какая картина получается. Столбики с накидом, 5 воздушных петелек, столбики без накида. 5 воздушных петелек, столбики с накидом. 5 воздушных петелек, столбики без накида. И так далее до конца ряда. Осталось чуть-чуть. Здесь вы справитесь самостоятельно. Давайте, я вас встречаю. Итак, смотрите, практически довязали до конца. Почему практически? Здесь хочу показать, как заканчиваем. Заканчиваем точно так же, как и начинали. Помните, да? 3 столбика было. И здесь мы провязываем 2 столбика с накидом. Накид. И вот у нас были 3 петельки подъема. Помните, да? В третью петельку вот так вот ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Оп, все. То есть у нас окончание нашего ряда точно такое же, как и начало. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Смотрите, теперь нам необходимо будет с вами сделать 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. То есть по итогу мы здесь набрали 5 аж воздушных петелек. Понятно, да? Дальше делаем накид. И смотрите, возвращаемся сюда же, к этому же столбику, с которого мы начинали воздушные петельки. Вернулись и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Следующий столбик провязываем точно так же, столбиком с накидом. 2 петельки, 2 петельки. И следующий столбик провязываем точно так же. 2 петельки, 2 петельки. Далее. В предыдущем ряду у нас было 5 воздушных петелек. Теперь мы делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И присоединяемся к центральному. У нас было 3 столбика, помните? 1, 2, 3. Мы присоединяемся к центральному столбику и провязываем один всего лишь столбик без накида. Есть. Далее опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И перепрыгиваем вот к нашим столбикам с накидом. И провязываем первые 3 столбика. 1, 2, 3. Провязываем их столбиками с накидом. Итак, 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. Далее, смотрите, внимание. Делаем такую рогатку, скажем, большую, да? Делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И возвращаемся сюда же, к этому же последнему столбику, который мы провязали. Оп, видите? Как бы вот такая вот огромная получается рогатка. Дальше довязываем наши столбики. Вот у нас 2 столбика осталось. Мы довязываем их точно так же столбиками с накидом. 1. И в следующий столбик 2. Вот такая вот картина получается. Опять делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И смотрим центральный столбик без накида. Да? 1, 2, 3. Вот во второй. Ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И повторяем здесь точно так же. Да? То есть провязываем 2 столбика. Потом вот такая вот огромная рогатка. И заканчиваем опять 2 столбиками. Давайте вместе провяжем, повторим.
Первый столбик раз, столбиком с накидом. Второй столбик 2, столбиком с накидом. И третий столбик, смотрите, провязали. А теперь сделали 5 аж воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Возвращаемся сюда же и делаем вторую ножку нашей рогатки. Есть. И оставшиеся 2 столбика провязываем точно так же. 2 столбика с накидом. Все, до конца ряда провязывайте самостоятельно. Осталось чуть-чуть и несложно. Договорились? Вот у вас получается вот такая вот красота. Вот такие вот большие рогаточки. Давайте. Итак, смотрите, довязали практически до конца ряда. Да? Смотрите, когда мы провязали с вами 3 столбика, мы здесь с вами сделаем не 5 воздушных петелек, а всего лишь 2. Раз, два. И опять ныряем сюда же, да, в третью петельку подъема, там, где у нас был третий столбик. И провязываем последний столбик, заканчиваем ряд. Теперь 3 воздушные петельки, поворот. Вот эту арочку, которую мы с вами только что сделали из 2 воздушных петелек, мы в нее провяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Так. А теперь сделаем с вами 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И переключаемся вот на наши эти 3 столбика. И будем провязывать 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же. Ну, следующий, да, столбик. 2 столбик с накидом. И в третий столбик 3 столбик с накидом. Понятно? Вот такая красота. Идем дальше. Мы делали в предыдущих рядах здесь 5 воздушных петелек, 4 воздушные петельки. Теперь будем 3 воздушные петельки делать. Раз, два, 3. И опять направляемся вот к одному единственному нашему столбику без накида. Присоединяемся к этому, к верхушке столбика. Так. И провязываем столбик без накида. Ничего сложного. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Переключаемся на вот эти 3 столбика. И провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Угу. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И теперь вот в эту большую арочку, да, вот эту арочку, которая из 5 воздушных петелек, мы с вами должны будем провязать аж 7 столбиков с накидом. Поехали. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4, сюда же. 5, сюда же. 6 и сюда же 7. Угу. Вот как бы такой вот веерочек. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И переключаемся в наши 3 столбика. И провязываем за верхушки каждого столбика по столбику с накидом. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. И 3 столбик с накидом. Угу. А теперь точно так же провязываем 3 воздушных петельки. Раз, два, 3. И присоединяемся вот к нашему столбику без накида. За верхушечку цепляемся, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И направляемся к нашим 3 столбикам. Провязываем 3 столбика с накидом. Несложно? Несложно. Раз, два, 3. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И перепрыгиваем в нашу вот эту вот рогаточку, в эту арочку. И здесь будем провязывать веерочек из 7 столбиков с накидом. Вот как и здесь. Понятно, да? Вот, давайте до конца ряда самостоятельно, потому что несложно, тут только будет повторение. Все, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. В конце, получается, у нас здесь будет неполный веерочек. Поняли, да? Давайте. Так, смотрите, провязали практически до конца. И здесь я хочу просто еще раз уточнить. После того, как мы провязали 3 столбика, сделали 3 воздушные петельки, мы ныряем в нашу вот эту вот арочку, провязываем сюда 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. И последний столбик, да, выравниваем ряд. Получается, мы провязываем в третью петельку подъема, ныряем и делаем последний столбик, как бы, ну, как кромочный, да. Вот. Все точно так же, как мы с вами и начинали ряд. Помните, да? 3 воздушные петельки и 3 столбика в арочку. Все, идем дальше. 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И здесь мы с вами сделаем одну воздушную петельку по узорчику. По итогу здесь 4 воздушные петельки. Дальше смотрите, накид. Вот у нас раз, два, 3. 3 столбика, да? Вот в первый ныряем в верхушечку. Вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки. Стоп. Накид. Сюда же. Ныряем, провязываем 2 петельки. Стоп. Накид.
Сюда же ныряем, провязываем 2 петельки, стоп. И вот когда на крючке 4 петельки, провязываем вместе. Раз, и провязали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот, мы провязывали в первый, да, столбик из 3. Второй пропускаем в третий, то есть последний. Точно так же ныряем и провязываем точно такой же пышный столбик. Итак, накид, 2 петельки, стоп. Накид сюда же, провязали 2 петельки, стоп. Накид сюда же, провязали 2 петельки, стоп. Теперь 4 петельки провязываем вместе. Видите? Вот у нас таких вот 2 пышных столбика в итоге получается. Далее делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. А теперь внимание, видите? У нас с вами получается вот такие вот по 3 столбика, да, шли друг навстречу дружке, так скажем, ну, лепесточки, там листочки, как их назовем. Смотрите, что делаем. Накид. Берем первый столбик, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, накид. Берем второй столбик, точно так же провязываем 2 петельки, стоп, накид. Точно так же берем третий столбик, провязываем, стоп. Теперь смотрите, накид. И сразу же перепрыгиваем в эти 3 столбика, сразу же. Тоже забираем, это получается уже 4-й столбик. Так. Дальше 5-й столбик и 6-й столбик. И вот теперь получается, когда у нас на крючке аж 7 столбиков, мы их провяжем вместе аккуратненько. Ниточку взяли и протягиваем сразу через все петельки. Оп. И зафиксируем, чтобы у нас так красота вся не расползлась. Видите? То есть получается, мы с вами вот эти вот лепесточки соединили между собой. Понятно? А теперь опять делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И будем делать точно такие же пышные столбики. Вначале в первый столбик нашего веерочка. Вот он, веерочек. В первый столбик делаем пышный столбик. Раз, два, 3. И все вместе провязали. Оп. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Один столбик пропускаем. В следующий столбик опять пышный столбик делаем. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Все вместе провязали. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Опять столбик пропускаем. В следующий столбик провязываем такой же пышный столбик. Раз. 2. И 3. Все вместе провязали. 3 воздушные петельки. И остается у нас последний. То есть один пропускаем столбик, в последний ныряем. Раз. 2. 3. Все вместе провязали. Теперь будем делать 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Вот, смотрите, видите? У нас была такой веерочек, а теперь у нас вот такие вот 4 пышных столбика. Угу. И все, и дальше опять то же самое. То есть вот наши 3 столбика с одной стороны, 3 столбика с другой стороны, провязываем их вместе. Давайте еще раз. За первый взялись, за второй взялись, за третий взялись, все петельки на крючке. Дальше накид, сразу перепрыгиваем к следующим столбикам. Это уже у нас получается 4-й столбик, 5-й, аккуратненько, 5-й столбик и 6-й столбик. Вот все 7 петелек берем аккуратненько и вместе за один раз провязываем. Раз. И чтобы они у нас не расплелись, эти наши все столбики, зафиксируем. Понятно? Вот такая вот красота. Теперь ваша задача до конца ряда повторить все то же самое. То есть сейчас вы, получается, делаете 5 воздушных петелек и делаете вот такие вот 4 пышных столбика. Угу. Шишечки, так скажем, бубочки. Опять соединяете 3 лепесточка, 3 столбика с одной стороны, с другой стороны, такие, скажем, листики соединяете. И переходите непосредственно опять к веерочку. И здесь у вас будет всего лишь только как в конце, да, как в начале ряда, так и в конце. Всего лишь будет 2 пышных столбика. И здесь я вас встречаю. Договорились? Ну, не сложно же, да? Давайте. Итак, смотрите, вот наша красота растет, растет, растет дальше. Хочу показать, как заканчиваем ряд. Мы сделали первый, да, пышный столбик, мы сделали второй пышный столбик. Здесь мы сделаем в конце одну всего лишь воздушную петельку. И вот присоединяемся к 3 петелькам подъема в 3-ю петельку и провязываем столбик с накидом. Все, ряд закончен. Угу. Далее 1 воздушная петелька, поворот. И сюда же мы провязываем столбик без накида. Вот, есть. Далее 2 воздушные петельки. И вот наша арочка в предыдущем ряду, да, из 3 воздушных петелек, ныряем в нее и провязываем столбик без накида. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два,
3, 4, 5. И там, где соединялись наши вот эти вот лепесточки, да, вот к верхушке присоединяемся и провязываем обычный столбик с накидом. Оп. То есть у нас как бы был волнистый край, да, вот он, волнистый. Мы из него будем делать ровный. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И присоединяемся опять вот к арочке. Видите, у нас здесь получается с вами 3 арочки. И мы вот в эти 3 арочки будем прыгать столбиком без накида. Раз, столбик без накида. 2 воздушные петельки. Следующая арочка. Столбик без накида. 2 воздушные петельки. Следующая арочка. Вот между нашими столбиками, да. Опять столбик без накида. Понятно? Вот. Выпрямляется наш, получается, верхушечка нашего узорчика. Далее опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И присоединяемся там, где у нас лепесточки соединялись, да, наши 6 столбиков провязывали. За верхушку цепляемся и провязываем столбик с накидом. Есть 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И опять присоединяемся к арочке столбиком без накида. Понятно, да? Все, давайте так вот до конца ряда. Видите, у вас будет потихонечку выравниваться верхушечка узорчика вашего. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш получается ряд, где мы выравниваем, да, узорчик. Итак, в первую арочку нырнули, провязали столбик без накида, 2 воздушные петельки. И теперь, смотрите, ныряем в третью петельку подъема столбиком без накида. И вот таким вот образом заканчиваем наш ряд. Понятно? Далее 3 петельки подъема. Раз, два, 3. И вот в эту арочку из 2 воздушных петелек ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Угу. Далее делаем, смотрите, 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И смотрите, вот наш был столбик, да? Ныряем, получается, перед столбиком. Мы можем непосредственно в петельку, так будет намного красивее и аккуратнее. В петельку нырнули, столбик без накида провязали. В сам столбик нырнули, столбик без накида провязали. И в следующую петельку опять воздушную нырнули и провязали столбик без накида. Если нет возможности нырнуть, да, ниточка там не позволяет, крючок, зрение, бог с ним. Шагайте просто в арочку. Понятно? Идем дальше. 5 воздушных петелек. 3, 4, 5. И опять, смотрите, перенаправляемся к нашим вот этим вот арочкам маленьким, которые были. И ныряем вот в эту первую арочку из 2 воздушных петелек. Провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Далее, вот столбик без накида, за верхушку цепляемся, провязываем столбик с накидом. И следующая арочка, точно так же, из 2 воздушных петелек провязываем 2 столбика с накидом. Опять делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И провязываем 3 столбика без накида. То есть вы можете нырять вот так вот в арочку, провязывать столбик без накида. Далее опять столбик без накида в столбик. И в арочку нырнули столбик без накида. Видите? То есть вот здесь я провязала, получается, в петельки. Посмотрите. А здесь провязала, получается, непосредственно в арочку. Ну, мне кажется, что в петельке будет намного красивее. Так? Но если у вас, я говорю, еще раз, не позволяет, так скажем, крючок, ниточка, зрения, не мучайтесь, провязывайте в арочку. Итак, я вернусь и сделаю в петельку. Раз, в столбик. 2 и в петельку 3. 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И опять перепрыгиваю вот наши маленькие 2 арочки из 2 воздушных петелек. Вот в первую арочку 2 столбика с накидом. Столбик без накида ныряю, столбик с накидом. И во вторую арочку 2 столбика с накидом. Итого получается 5 столбиков с накидом. Если внимательно посмотрите, да, то есть вот 5 столбиков, да, 5 воздушных петелек, 3 столбика без накида. Мы с вами начинали так ряд. Помните, начинали наш непосредственно узорчик. Вот наши 5 столбиков, 5 воздушных петелек, 3 столбика без накида. То есть все, мы с вами закончили вертикальный раппорт. Теперь мы с вами начинаем второй вертикальный раппорт. То есть дальше у вас раппорт узорчика. То есть дальше у вас будет что? Повторяться все. Договорились? Все. Сейчас смотрите на узорчик, на схемку. Смотрите на то, что мы вязали. Повторяйте. И вырастим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что получилось. Договорились? Давайте. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Пока вязала, решила показать вам, как можно закончить. Да, у нас все равно же волнистый край сохраняется, да? Вот, например, вязали, решили закончить. И смотрите, как я вяжу.
Вот, там, где у нас получается арочки из 2 воздушных петелек, 2 столбика без накида. Там, где столбик, да, ныряю в столбик и провязываю столбик без накида. Опять арочка из 2 воздушных петелек. 2 воздушные петельки провязываю как 2 столбика без накида. Столбик без накида, как столбик без накида. А вот это вот, смотрите, да, там, где у нас 5 воздушных петелек было, смотрите. Вначале я сохраняю опять 5 количества, да, 5 столбиков у меня будет. 2 столбика я провязываю без накида. 1 столбик я провяжу таким вот полустолбиком, да, с накидом. 3 петельки вместе. Далее 2 столбика провязываю столбиками с накидом. 1, 2. Затем ныряю непосредственно в сам столбик с накидом. Видите? За верхушечку цепляюсь, столбик с накидом провязываю. Дальше возвращаюсь обратно. То есть вот это вот у меня как бы такая вот волна вниз, да, идет. Я должна ее выровнять. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Потом я провязываю полустолбик с накидом, а затем 2 столбика без накида. 1 и 2. Понятно? Видите? Вот так вот оно и выравнивается у меня получается. Но это к тому, кто будет заканчивать ровненько, да, чтобы у вас было. Так, смотрите, что по итогу получилось. Краешек, гляньте, какой ровный, да? Ну, ровнее намного, чем мы предыдущий, так скажем, выравнивали ряд. Итак, смотрите, повторюсь еще раз. Там, где у нас получается с вами большая вот эта арочка из 5 воздушных петелек, количество петелек и столбиков мы сохраняем. То есть здесь было 5 воздушных, здесь будет 5 и столбиков. Вначале я вязала 2 столбика без накида, затем полустолбик с накидом, затем 2 столбика с накидом. Так, то есть я выравниваю, видите? Далее, непосредственно в сам столбик большой, вот в этот вот столбик с накидом, провязываю столбик с накидом. И потом возвращаюсь обратно, видите, как бы уменьшаю. То есть я здесь провязала 2 столбика с накидом, полустолбик с накидом, 2 столбика без накида. А там, где вот эти наши маленькие арочки, да, вот они, из 2 воздушных петелек, вот эти вот арочки. То есть вначале столбик без накида, я провязываю его столбиком без накида. Там, где 2 воздушные петельки, 2 столбика без накида. Столбик без накида, значит, в него столбик без накида. 2 воздушные петельки, 2 столбика. Поняли, да? Все и так далее. Видите? И краешек, получается, выравнивается. Да? Ровнее становится. Итак, вот наш готовый образец. Получается, вертикально я провязала 2 раппорта. Да, они друг на дружку идут, то есть не в шахматном порядке. Очень интересно. Здесь у нас и паучки есть, и листочки есть, да, и вот такие вот шишечки, пышные столбики есть. Красота. Допустим, набирали мы, например, 55 воздушных петелек. Если вы вяжете этой же плотностью вязания, тем же крючком, этой же пряжей, то есть в этом случае получится, ну, 20, практически 2 сантиметра, да. И один раппорт узорчика вертикальный, 5 рядов. Получается, значит, у нас 10 рядов. Ну и закончила я 11, да, и набор у нас 12. Ну, допустим, сколько же это будет? 12. Это будет 11 сантиметров. Здорово? Здорово. Итак, жду в комментариях, куда можно использовать данный узорчик. Пока я вязала, подумала, если придумать, ну, взять хлопковую ниточку, да, и придумать на лето такой длинный, интересный кардиган. Очень классно, да? Но опять же, если это ниточки, то это будет что? Палантинчик, жилеточка, накидочка. Может быть. Узорчик очень классно. Ниточка тоже. За счет воздушных петелек, видите, как тянется. Вот. Жду в комментариях ваши идеи, куда можно использовать данный узорчик. И надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте свои лайки. Обязательно пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. И не забывайте делиться своими друзьями и подружками. Под видео находится стрелочка «Поделиться» в соцсетях. Нажимайте, делитесь. Заранее спасибо большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.